Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о теме, которую часто стараются обходить стороной в глянцевых отчетах, но цифры говорят сами за себя. В современной Германии уровень дохода и условия жизни напрямую влияют на продолжительность этой жизни. За последние 20 лет социальная пропасть между богатыми и менее обеспеченными регионами не просто сохранилась, она стала намного глубже, и это отражается на том, сколько лет в среднем живут люди. Прямо сейчас в Берлине проходит большая конференция, где ведущие демографы и политики пытаются найти выход из этой ситуации. Помните резонансную фразу бывшего мэра Дюссельдорфа Дирка Эльберс? 20 лет назад он сказал, что не хотел бы оказаться в старости в Рурской области. Это прозвучало резко, но статистика показывает, различия между регионами действительно значительны, и риск более раннего ухода из жизни там выше. Возьмем для примера Гельсенкирхен. Это один из городов с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни в стране. Мужчины, родившиеся здесь, живут в среднем около 75,9 года, а женщины примерно 80,6. А теперь перенесемся на другой конец шкалы, в Унтерхахен под Мюнхен. Там мужчины в среднем доживают до 81 года, а женщины более 83 лет. Разница действительно ощутимая. Гельсенкирхен официально считается городом с одним из самых высоких уровней социально-экономической депривации в Германии. Если говорить простым языком, это означает нехватку качественного жилья, экологические проблемы, высокий уровень стресса из-за безработицы и ограниченный доступ к возможностям для отдыха и развития. Институт Роберта Коха в своих отчетах за 2025-2026 годы прямо указывает, разрыв между более обеспеченными и менее обеспеченными регионами продолжает увеличиваться. Если в 2005 году мужчины в менее благополучных регионах жили в среднем на 5,7 года меньше, чем в обеспеченных, то к 2022 году этот разрыв вырос до 7,2 года. Для женщин разница увеличилась с 2,6 до 4,3 года. Мы видим, как идея равных возможностей все чаще зависит от конкретного города и даже района проживания. Разрыв продолжительности жизни в Германии – это сложный на самом деле пазл, и одними цифрами на банковском счете его не объяснить. Экономисты используют комплексный показатель, который включает уровень безработицы, среднее образование, доходы домохозяйств и даже закредитированность населения в конкретном районе. Но здесь кроется парадокс. Если мы возьмем с вами бедный Гельсенкирхен, то средний доход там формально может быть даже выше, чем в среднем по стране. Но продолжительность жизни почему-то все равно ниже. Так почему? Да потому что эта проблема гораздо шире, чем просто уровень дохода. Это целая среда, в которой живет человек. Я выделил 5 ключевых факторов, которые превращают жизнь в менее благополучных регионах в постоянное испытание. Во-первых, жилищный капкан. Речь не только о состоянии жилья, но и о расположении. Люди с низким доходом вынуждены селиться в районах с неблагоприятной экологией, высоким уровнем шума и нехваткой зеленых зон, при этом отдавая за аренду значительную часть дохода. По данным за март 2026 года в промышленных районах Рурской области расходы на жилье могут достигать до 45% бюджета семьи. Во-вторых, образ жизни под давлением обстоятельств. В таких условиях многие решения продиктованы не выбором, а именно ограниченными возможностями. Качественные продукты стоят дороже, а постоянное напряжение из-за финансовой нестабильности влияет на повседневные привычки. В-третьих, образовательный барьер. В подобных регионах выше доля молодых людей, которые не получают аттестат Schulabschluss. Без образования доступ к стабильной и хорошей оплачиваемой работе становится значительно сложнее, и этот цикл повторяется. Четвертый фактор – старт с ограниченными возможностями. Дети из таких семей с раннего возраста сталкиваются с нехваткой ресурсов, меньше доступа к развитию, книгам и дополнительным занятиям. Это снижает их шансы попасть в гимназию и замедляет социальное продвижение. И, наконец, здоровье и доступ к медицине. Жители менее обеспеченных районов чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями и повышенной нагрузкой на психику. При этом именно там сложнее получить быстрый доступ к узким специалистам или записаться на прием термин. На этой неделе в Берлине прошел масштабный конгресс, собравший 1300 экспертов, политиков и общественных деятелей.
Главный вывод – эти проблемы не являются неизбежными, их все-таки можно решать системными мерами, и это важно не только для отдельных регионов, но и для устойчивости всей экономики Германии. Ситуация с жильем для людей с ограниченными ресурсами в Германии – это не просто вопрос какого-то комфорта, а фактор, который напрямую влияет на качество жизни. Когда бюджет ваш ограничен, выбор на рынке недвижимости фактически сужается. Остаются самые доступные варианты в наименее благополучных районах города. Как правило, это небольшие квартиры в зонах, где вместо тишины слышен постоянный шум дорог или автобана. В таких районах часто не хватает супермаркетов со свежими продуктами, а ближайшие зеленые зоны находятся на значительном расстоянии. По данным Destatis, на март 2026 года ситуация выглядит следующим образом. Наименее обеспеченные домохозяйства тратят около 50% своего чистого дохода на аренду и коммунальные услуги в Армите. Для сравнения, у более обеспеченных граждан этот показатель составляет около 31%. В результате у многих людей остается значительно меньше ресурсов на питание и медицинские услуги. Международные исследования, включая данные Всемирной организации здравоохранения, показывают, что длительное проживание в шумной и перегруженной городской среде связано с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и уровнем стресса. Организация здравоохранения также отмечает, что жители менее обеспеченных районов чаще проживают в зонах с более высокой концентрацией загрязняющих веществ. При этом доступ к зеленым зонам и возможностям восстановления у них ограничен. В итоге формируется такое экологическое неравенство, которое со временем отражается на общем состоянии здоровья и продолжительности жизни в Германии. На конференции в Берлине эксперты сошлись во мнении: жилищный кризис – это не случайность, а результат конкретных решений, которые можно и нужно менять. Я выделил основные инструменты, которые сейчас обсуждаются на уровне правительства Мерца. Массовое строительство социального жилья – это самый прямой путь. Субсидируемые государством квартиры с фиксированной, доступной арендной платой. Sozialwohnung позволяет людям тратить на жилье меньше половины дохода. Это высвобождает ресурсы на питание и профилактику, что в долгосрочной перспективе снижает нагрузку на систему здравоохранения. Здоровое городское планирование. Муниципалитетам важно пересмотреть подход к застройке. Практика размещения социального жилья преимущественно рядом с крупными дорогами постепенно уходит в прошлое. Новые проекты должны появляться в более сбалансированной городской среде. Это требует обновления концепции штат-планинг, больше зеленых зон, меньше транспортного шума и контроль качества воздуха. Условия жизни не должны зависеть только от уровня дохода. Борьба с проблемным жильем. Малоимущие в Германии чаще живут в старых, плохо утепленных домах, где возникает проблема плесени, шимель. В таких случаях необходимы более четкие стандарты и усиленный контроль. Если арендодатель сдает жилье, не соответствующее базовым санитарным требованиям, он должен нести финансовую ответственность. Жилищные субсидии. Непосредственно поддержкой для миллионов семей остается пособие Wohngeld. Правительство Фридриха Мерца в последний раз существенно корректировало его в 2025 году. На сегодняшний день, напомню, средний размер выплаты составляет около 400 евро в месяц. Однако на фоне инфляции 2026 года вопрос о дальнейшем финансировании этой программы остается открытым. Важно здесь понимать, инвестиции в доступное жилье сегодня напрямую влияют на качество жизни в будущем. В Германии до сих пор сохраняется одна из самых заметных зависимостей в Европе. Успех ребенка в учебе во многом связан с его семейным бэкграундом. Свежий национальный доклад об образовании Bildungsbericht выделяет 3 ключевых фактора риска, которые с раннего возраста ограничивают возможности детей из менее обеспеченной семьи. Первое – это дефицит академической поддержки. Если родители сами не имеют высшего образования, им сложнее помогать ребенку с учебой уже в 5-6 классе. Репетиторы стоят дорого, а бесплатной помощи в школах часто недостаточно. В такой ситуации сегодня растет около 15% всех детей в стране. Второе – это финансовое давление и условия обучения. Почти четверть всех детей в Германии, это 24%, живут в условиях ограниченных финансовых ресурсов. На март 2026 года это означает уровень дохода ниже 60% от медианной по стране.
Это не только про материальные ограничения, но и про постоянное напряжение в семье, которое влияет на концентрацию и участие в школьной жизни. Третье – это социальная среда и отсутствие примера. Около 10% детей растут в семьях, где родители длительное время остаются без работы. В отчете это рассматривается как фактор риска по двум причинам. Во-первых, детям не хватает примера стабильной профессиональной занятости. Во-вторых, у работающих родителей чаще есть то, что в Германии называют витамин В – полезные контакты. Без них ребенку из менее обеспеченной среды значительно сложнее найти практикум или стажировку, которая может стать важным шагом в будущем. Мы видим, как эти факторы формируют невидимые барьеры. Ребенок может быть талантливым, но отсутствие именно поддержки и ощущение неравных стартовых условий постепенно снижает мотивацию и уверенность в своих возможностях. Проблема в том, что в Германии эти факторы риска редко приходят по одному. Если семья живет на пособие, то там, как правило, одновременно присутствует и низкий уровень образования, и финансовый стресс. И чем больше таких гирь на ногах у ребенка, тем ниже вероятность, что он когда-нибудь получит абитур, аттестат, открывающий двери в университеты. Но самый чувствительный момент наступает уже в 4 классе, когда учителя дают рекомендацию Grundschulempfehlung, в какую школу идти дальше. Исследования показывают тревожную тенденцию. Дети из социально незащищенных семей значительно реже получают направление в гимназию, чем их сверстники из обеспеченных семей, даже при сопоставимых оценках и способностях. Фактически, система на раннем этапе ограничивает их дальнейшие возможности. Этот барьер на старте во многом определяет будущую траекторию жизни. В Германии высшее образование тесно связано именно с уровнем дохода, стабильностью занятости и качеством среды. Если ребенок в 10 лет не попадает в гимназию, его шансы на высокий доход в будущем существенно снижаются. В итоге формируется цепочка, которая к марту 2026 года стала особенно очевидной. Ограниченный доступ к образованию ведет к менее оплачиваемой работе. Это жизнь в более сложных условиях, менее качественное питание и постоянное напряжение. Именно так образовательная бедность, Bildungsarmut, со временем отражается на здоровье и качестве жизни, а в долгосрочной перспективе может влиять и на продолжительность жизни. На Берлинском конгрессе эксперты прямо заявили, если система поддержки детства не будет пересмотрена, то через 30 лет общество столкнется с еще более серьезными социальными и медицинскими последствиями. Решения есть, но они требуют не только финансирования, но и заметного упрощения немецкой бюрократии. Вот основные рычаги, которые обсуждаются сегодня. Инвестиции в школы и детские сады в сложных регионах. Вопрос уже не в равномерном распределении ресурсов, а в принципиальной поддержке. Правительство федеральных земель Landesregierungen рассматривает модель, при которой больше средств направляется в социально уязвимые районы. Это означает больше воспитателей, больше школьных социальных работников, Schulsozialarbeiter и усиленную языковую поддержку. Реформа пакета образования и участия Bildungs- und Teilhabe-пакет. Форма программы покрывает школьные поездки, секции и базовые расходы на обучение. Однако, по оценкам Ассоциации равноправного благосостояния Paritätischer Wohlfahrtsverband, помощь получает лишь около 20% нуждающихся. Основная причина – это сложная система подачи заявлений. Один из обсуждаемых вариантов – это переход к более простым и автоматизированным выплатам. Поддержка семьи через автоматизацию выплат – это ключевой инструмент, то есть детское базовое пособие Kindergrundsicherung. Пока идет политическая дискуссия о его окончательной форме, правительство Фридриха Мерца рассматривает переход к системе прямых начислений. Это означает, что выплаты смогут поступать автоматически без тех сложных процедур и длительного оформления. Мы видим с вами простую экономическую логику. Инвестиции в образование, питание и развитие детей сегодня позволяют снизить будущие расходы на здравоохранение и социальную поддержку. То есть, по сути, речь идет о долгосрочной устойчивости всей системы. В конечном счете, все социальные процессы, о которых мы сегодня с вами говорили, отражаются на состоянии здоровья. Бедность в Германии – это не только про уровень дохода, но и про то, что лежит в вашей тарелке и какой уровень нагрузки испытывает ваш организм. Первый фактор – это питание. Как вы поняли, люди с низким доходом чаще вынуждены выбирать более доступные по цене продукты,
который нередко содержит высокое количество сахара и переработанных компонентов. На свежие фрукты, овощи и качественные продукты питания у многих просто не хватает бюджета. Дополнительно влияет и нехватка времени. При работе на нескольких работах или в ночные смены у людей часто нет возможности регулярно готовить полноценную еду. Это может со временем отражаться на здоровье, увеличивая риск лишнего веса, диабета и других хронических состояний. То есть постоянное социальное, экономическое напряжение, Dauersтресс, также оказывает влияние на поведение и самочувствие. В таких условиях у части людей может появляться стремление к быстрым способам снятия стресса. Это в свою очередь связано с повышенными рисками для здоровья и может способствовать развитию депрессивных состояний и сердечно-сосудистых заболеваний. Ситуация, связанная с COVID-19, показала, что различия в условиях жизни могут отражаться и на статистике заболеваемости и смертности. Еще один важный аспект здесь – это доступ к медицинской помощи. Институт Роберта Коха отмечает, что люди с низким доходом реже проходят профилактическое обследование. Vorsorgeuntersuchungen. Причина часто не в ограничениях систем, а в нехватке информации и ресурсов для ориентации в доступных возможностях. Когда человек сосредоточен на повседневном выживании, у него остается меньше возможностей заниматься долгосрочной профилактикой здоровья. Ситуация также усиливает география. По данным Destatis на 2024-2026 годы в отдельных регионах, таких как Рурская область или Восточной земли, наблюдается нехватка врачей общей практики (Hausärzte). В более благополучных районах доступ к медицинским услугам, как правило, проще и быстрее, тогда как в менее обеспеченных регионах время ожидания приема может быть значительно дольше, что и влияет на своевременность диагностики и лечения. В конечном счете мы приходим к главному вопросу: как сделать так, чтобы продолжительность жизни в Германии меньше зависела от уровня дохода. Эксперты на Берлинском конгрессе предложили 3 направления, которые могут повлиять на ситуацию, если правительство Фридриха Мерца проявит политическую волю. Первое – это снижение регионального неравенства в медицине. В стране ощущается нехватка специалистов, и задача не только в увеличении их числа, но и в создании стимулов для работы в регионах с дефицитом врачей, таких как Рурская область или сельские территории Восточной Германии. Доступ к терапевту Hausarzt в разумной близости остается ключевым фактором своевременной помощи. Второе – это приближение медицины к людям. Национальная конференция по профилактике при участии страховых касс ГКФА рассматривает возможность, при которой базовое обследование Vorsorgeuntersuchungen можно проводить в школах, детских садах и других общественных местах. Такой подход позволяет охватывать больше людей и снижать барьеры для профилактики. Вопрос внедрения по-прежнему обсуждается, и в 2026 году процесс движется постепенно. Третье. Это цифровизация и упрощение системы. Организация экономического сотрудничества и развития ОСД рекомендует упростить доступ пациентов к медицинским услугам. Это включает единые цифровые решения для записи к врачу, сокращение бумажных процедур и упрощение маршрута пациента от терапевта к специалисту, включая систему направлений Überweisungen. Для людей с ограниченными ресурсами это может значительно облегчить доступ к медицинской помощи. То есть, подводя итог, можно сказать, различия в доходах действительно отражаются на продолжительности и качестве жизни, но это неизбежность. Речь идет о системных вопросах, которые можно менять через реформы в жилье, образовании и медицине. На этом у меня на сегодня все. Берегите свое здоровье, это один из самых важных ресурсов. Спасибо за просмотр.